Победа без единого выстрела. Удар, к которому в Москве не были готовы. Тотальное унижение. Россия начала войну с Германией. Начались целенаправленные удары по немецким объектам. Официальное заявление. Путин пытался это скрыть, но чиновники подставили Кремль. Строго засекреченная информация оказалась раскрыта. Президент готов к самой большой уступке за всю войну – завершение боевых действий после выполнения всего одного условия. Скандал в парламенте. Премьер попал под обстрел. Шокирующие кадры облетели весь мир. Об этом и многом другом к утру 10 августа. Самые важные события этого понедельника прямо сейчас. Это «Некто», с вами Дарья Петрова. Начинаем. Кажется, кто-то в Европе устал терпеть кремлевские угрозы. И начались бои. Но вместо солдат – дипломаты, а вместо оружия – факты. И Захарова получила такой ответ, что мало не показалось. После очередных кремлевских угроз Варшава решила не отмалчиваться. Началось с того, что президент Польши Навроцкий заявил, что помогать бить россиян в стратегических интересах его страны. Захарова, ясное дело, вскипела. Обозвала Навроцкого гданьским музейщиком, объяснила, что Польшу придумал Сталин, и напомнила про общую границу. Мол, не забывайтесь. И вот тут спикер польского МИД ее и приземлил. Вместо того, чтобы снова искать виноватых в Варшаве, посмотрите на Москву, госпожа Захарова. А факты для Москвы вышли обидные. При всех российских просторах у Польши вдвое выше ВВП и в 10 раз ниже число убийств, не говоря уже о союзниках. А еще нормальная поддержка семей, тогда как в сверхдержаве ситуация немного иная. В России заработная плата и гробовые пенсии становятся основой социальной политики. Мы не отправляем солдат на фронт, где средняя продолжительность жизни составляет около 30 минут. Победа без единого выстрела. Пара цифр, и от кремлевской бравады остается только гробовая тишина, потому что великая держава умеет пугать ракетами и границами, а когда ходит до простого – зарплат, дорог, живых людей – сказать ей нечего. Тем временем у России новая цель – Германия. И удары идут сразу по всем фронтам. В Житомире российский удар полностью уничтожил завод немецкой компании Кромберг & Шуберт, где делали бортовую электрику для автомобилей. Производство встало намертво. До этого Россия разбила склады немецких фирм под Киевом и повредила в Черном море судно, принадлежащее немецкой компании. Одновременно в соцсетях появилось видео о якобы отставке Мерца в ближайшее время. Немецкие спецслужбы уверены, за вбросом стоит связанная с российской военной разведкой группа. А после инцидента со взрывчаткой на летном поле в Лейпциге глава МВД страны и вовсе заявил о нападении иностранной державы. Мы ежедневно становимся мишенью гибридной войны. Шпионаж, саботаж, кибератаки или тайные операции иностранных держав, направленные на дестабилизацию Германии или нанесение ей прямого ущерба. Берлин уже готовит ответ. Домпринт сообщил, что вместе с немецким центром авиации и космонавтики Германия создает новый технологический центр, уникальный для всей страны, где будут разрабатывать и испытывать технологии борьбы с дронами. И это на 5-й год полномасштабной войны против Украины. Но лучше ведь поздно, чем никогда. Европу массово начали навещать не только неопознанные дроны, но и другие летающие объекты. В Германии зафиксировали рекордный всплеск сообщений об НЛО – до 6 звонков в день. Правда, ученые быстро вернули всех с небес на Землю. Почти в 100% случаев за инопланетян принимают летающие цепочкой спутники Starlink Илона Маска, самолеты или обычные метеоры. Из 14 тысяч изученных случаев необъяснимыми остались меньше процента, а сообщений, видимо, станет еще больше. Как пишет Reuters, Европа создает свой аналог Starlink – сеть из 348 спутников для защищенной связи военных и экстренных служб. Первые запуски намечены на 2029 год, так что тарелок в небе только прибавится. И если немцев пугают инопланетные зеленые человечки, то финнов вполне земные. Жители приграничья Финляндии все чаще заявляют о странных звуках с российской стороны. Люди стали заметно бдительнее. Сообщают и про непонятные шумы из-за кордона, и про незнакомцев, которые вдруг шатаются у границы пешком или на велосипеде. Пограничники говорят, что такие сообщения поступают теперь чуть ли не каждый день. Так что спокойное соседство граничащим с Россией странам только снится. А в Кремле зафиксированы опасные показатели. Паранойя зашкаливает. Как пишет The Telegraph, на фоне рекордно низких рейтингов перед выборами в Госдуму Кремль принялся выкашивать даже карманную оппозицию. Единственную партию, которая участвовала во всех парламентских выборах с момента распада СССР, а сейчас открыто выступила против войны, могут просто запретить. Вот у граждан России, пишут эти подонки, впервые за последние 5 лет появилась реальная возможность проголосовать за мир и свободу, законным и безопасным способом выступить за соглашение о прекращении огня. Ах, вы
какие твари. Это пишет некий Николай Рыбаков, председатель партии «Яблоко», который почему-то еще не в тюрьме. А почему этого гаденыша не посадили, а? По оценке издания, все это признак того, что Путин теряет уверенность в собственной власти и панически давит любую тень конкуренции. Сейчас, на 5-м году войны, со стороны Кремля не исходит ощущение, что они расслаблены или уверены в своем контроле над общественным мнением. Паранойя дошла и до его поездок. Он объезжает стороной регионы России, что в зоне досягаемости украинских дронов, и появляется лишь там, где риск удара минимален. Одновременно раскол в Кремле уже не скрыть. Как некто рассказывал ранее, даже приближенные к российскому лидеру опасаются ФСБ, так как Путин дал спецслужбам беспрецедентную свободу. Элиты повально боятся оказаться под прицелом. После 18 месяцев переговоров решение наконец-то принято. Россия окончательно и бесповоротно потеряла свои военные базы в Сирии. Дамаск и Москва подписали меморандум о судьбе порта в Тартусе и авиабазы Хмеймим. Оба объекта переходят под контроль Сирии и будут постепенно интегрированы в гражданскую инфраструктуру. Формально базы переформатируют в некие совместные учебные центры, но суть ясна. У России забирают ее последние военные форпосты на Ближнем Востоке. На все про все 3 месяца, и время уже пошло. Война США с Ираном аукнулась Америке куда сильнее, чем казалось. И первыми это учуяли в Москве и Пекине. Как пишет The New York Times, израсходованные за иранскую кампанию дальнобойные ракеты и системы ПВО были главным козырем США на случай схватки с Россией или Китаем. А обе страны давно и внимательно считают американские арсеналы. Издание пишет, что затяжной конфликт с Ираном может придать уверенности Китаю и России, если те задумаются о столкновении с Соединенными Штатами или о менее масштабных операциях, вроде вторжения на Тайвань или в одну из стран НАТО. Они могут предпринять что-то вполне преднамеренное в выбранное ими время, потому что США потребуются годы, чтобы восстановить свои вооруженные силы. Ситуация изменилась настолько, что президент готов пойти на самую большую уступку за всю войну. Трамп ищет уже хоть какой-нибудь способ выйти из конфликта, даже если по-настоящему не победит. Как пишет The Wall Street Journal, главная цель президента США сейчас – открыть Ормузский пролив. А вот заявленное, чтобы Иран никогда не имел ядерного оружия, похоже, отходит на второй план. Правда, и с проливом пока не выходит. Тегеран заломил встречные условия – снять морскую блокаду, полностью вывести войска США из региона и добавить денег. А заодно у Трампа трещит и другой фронт – уже среди союзников. Его же мирный план, теперь по Газе, публично отверг Израиль. Я повторю еще раз. Израиль отвергает документ из 15 пунктов. Цахал не осуществит никакого отвода войск до тех пор, пока Хамас не будет разоружен. Получается, миротворец Трамп буксует сразу на 2 направлениях. И Иран не сдается, и союзники не слушаются. И где же здесь победа? Чиновники снова подставили Путина. Так как хозяин Кремля панически боится за свою жизнь, все его передвижения обычно строго засекречены. Но тут местные власти снова прокололись. Новосибирск как подменили. Коммунальщики резко бросились перекладывать асфальт и латать фасады домов, лишь бы город блестел к приезду высокого гостя. Россияне начали массово жаловаться в соцсетях на полномасштабные ремонты и перекрытие центра города. В прошлый раз дед заглядывал в регион аж в 2018-м. Там дорогу делают, здесь взорвали все тоже, весь асфальт. В центре прям просто марафет дикий происходит. А, здесь вообще перекрыли. Что происходит-то? Небось, еще и бензин на пару часов подешевеет. Точно такие же чудеса случались раньше в Иркутске и Красноярске. Так и живет вся Россия. Настоящая, в ямах и с ценами выше крыши. А отремонтированная и подешевевшая всего на пару часов, когда по ней едет кортеж. Реалии российской армии. Попавший в плен солдат умоляет Украину не возвращать его домой, потому что дома его ждет смерть. Тувинец, который и по-русски-то говорит с трудом, пошел на войну за деньгами. Но, увидев все своими глазами, сбежал уже на 3-й день. Его поймали, посадили, а в тюрьме снова заставили подписать контракт. Так он и попал к украинским бойцам, где вдруг вспомнил о корнях. Говорит, что его народ мечтает жить отдельно от России. Ты себя считаешь русским или тувинцем? Нет, тувинцем, что ли. То есть ты не считаешь себя русским? Нет. Теперь же он просит об одном – не вносить его в списки на обмен, потому что стоит вернуться в Россию, и его снова погонят на убой. Не, нам говорят, не надо сдаваться в плен, там. Лучше взорви себя, говорят, ну вот так. С
Скандал в правительстве. Премьер попал под обстрел прямо во время заседания. В парламенте Косово депутатка от оппозиции прямо в зале запустила несколько яиц в исполняющего обязанности премьер-министра. А все из-за того, что тот попросил отложить заседание, чтобы провести переговоры с другими партиями. Разнимать пришлось и коллегам-депутатам, и охране. Если запачканный пиджак и брюки премьер-министра яйцами со стороны депутата – это цена, которую нам приходится платить за то, чтобы все сели за стол переговоров и вступили в диалог, я с радостью готов заплатить эту цену. Произошло непредвиденное. Покушение на шамана прямо во время концерта. Толпа снесла ограждение. Настолько фанатки хотели дотронуться до кумира. К сожалению, шаман успел увернуться и, как ни в чем не бывало, продолжил петь. Точнее, открывать рот, потому что под фонограмму даже падающее ограждение исполнению не помеха. Страшный сон стал реальностью. Американские телезрители точно не ожидали увидеть такое утром. Ведущая канала Fox 13 Доминик Дилан задремала в прямом эфире. Очнулась только после смены кадра и призналась, что щипала себя под столом, думая, что это был ночной кошмар. Но вместо травли на нее обрушилась волна поддержки. Зрители кинулись защищать Доминик, а начальство заявило, что гордится сотрудницей. Все потому, что она молодая мама и ночью вместо того, чтобы отдыхать, укладывала 2 маленьких дочек. Приятно, что человечность, хоть и иногда, но все же побеждает. На сегодня это все. Спасибо за просмотр, продуктивной вам недели и ждем вас снова уже этим вечером на Нехта.